Всем привет! Сегодня у нас такой необычный выпуск. Чем он необычный, вы узнаете чуть позже, а пока я представлю гостя. В гостях у меня сегодня Мария Бережная, и мы находимся с ней в Германии, в соседних городах, 100 километров, наверное, да, друг от друга. Ну, в общем, не так далеко. Ну да, где-то так. Маша, еще раз привет. Маша приехала из России в Германию. У нее очень интересный кейс. Я бы хотела обратить внимание, что у Маши очень необычный взгляд и подход к жизни, который помог ей в 2023 году приехать в Германию по рабочей визе. В то время как все из всех утюгов утверждали, что это невозможно, Маша это сделала и является подтверждением, да, того, что вообще в этой жизни все возможно. Очень важно брать на себя ответственность, да, за свои действия. Но я думаю, что Маша лучше расскажет это сама. Расскажи о себе, расскажи в 2 словах, кто ты, чем ты занимаешься. Окей, всем привет. Да, меня уже представили. Я врач в Германии. Я была врачом в России. Продолжаю работать по специальности, сменив страну. Меня, конечно, очень удивило такое представление, что у меня очень необычный кейс, потому что в моем информационном пузыре среди моих новых старых знакомых в большинстве случаев это самый обычный кейс. Все так делают. А что, как-то по-другому можно? Не по рабочей визе можно приехать, а по какой визе приехать? А приехать чтобы что? Не работу работать, а как жить? Поэтому мне-то мой кейс кажется совершенно-таки обычным, абсолютно прямолинейным, распланированным. Мой переезд в Германию прошел относительно легко и безболезненно, без каких-то выраженных сложностей, скажем так, на этом пути. Наверное, среди остальных твоих гостей более распространена работа в онлайне, связанная с разными новыми отраслями, скажем так. В моем случае вполне классически. Ну, просто говорят, знаешь, вот это вот сейчас, что типа россиянам ни туристическую, никакую визу не получить. И еще есть такое мнение, что когда ты едешь в Европу сейчас работать, что спрашивают, типа, у тебя российский паспорт, и отказывают. Вот только по причине российского паспорта. И именно поэтому я считаю, что у тебя, конечно, ситуация уникальная. Хотя, вот ты рассказываешь, да, я так понимаю, что там такого вопроса даже не стояло. Были, конечно, сложности организационные больше, которые связаны с российским паспортом. Я еще не застала закрытие посольств в других городах России и относительно беспроблемно получила запись в посольство и смогла собрать документы. Было, конечно, раньше это проще. В тот момент, когда я этим занималась, было уже, относительно сложно, но, повторюсь, это не что-то такое сверхъестественное. В Европе, да, с российским паспортом тоже были. Не могу сказать, что сложности. Когда у тебя, кроме российского паспорта, нет еще никаких больших и важных причин на то, чтобы в Европе оставаться надолго, можно получить некоторые сложности с открытием банковского счета, например, но все эти сложности нивелируются с получением разрешения на работу. С этого момента никаких сложностей нет. Я помню, что ты рассказывала, что у тебя были мысли, то есть Германия была не первым выбором. Как вообще пришла мысль об эмиграции? Вот такой, наверное, вопрос. Впервые эта мысль мне пришла в 2014 году. Как раз я закончила тогда институт и поступала в ординатуру. Я уже на тот момент определилась со специальностью. Но, да, стало все больше ощущаться, что имеет смысл переехать в какую-то другую страну, не какую-то другую страну, да, в США или в Европу. Дальше я строила карьеру в России, но с оглядкой на то, что в целом возможность и необходимость переезда нужно всегда держать в уме и потихонечку к ней готовиться, искать информацию, как это сделать. И первой идеей была переезд в США. Это долгий, сложный и дорогой путь, но мне понадобилось еще время, чтобы понять, что это долгий, сложный и дорогой путь. Это не очевидно, когда ты стоишь в самом начале этого пути. Это было интересное время, я готовилась к подтверждению диплома в США, но чем дальше ты готовишься, особенно работая full-time и даже более чем full-time, врачи, работающие в России, меня поймут, я думаю, что я имею в виду. Чем дальше ты идешь по этому пути, тем менее реалистичным он кажется. Параллельно я часто бывала в Европе на учебе, на стажировках, я занималась в России и научной работой, соответственно, много контактировала с иностранными
иностранными коллегами по моей специальности. Конечно, тебе хочется и дальше продолжать жить вот в этом интернациональном научном сообществе, не чувствовать собственную изоляцию, как-то обмениваться премудростями с коллегами. Да, это послужило, наверное, основной причиной моего переезда, чтобы не выпадать из контекста. Но потом случился 22-й год. И я успокоилась. Случился. Ты знаешь, действительно, вот очень круто, что чем-то мы даже схожи. То есть у меня тоже очень давно, после 2014 года, были вот эти мысли переехать, куда-то эмигрировать. Но у меня не было, знаешь, вот ты рассказываешь, что у тебя прям план такой был, да, там ты в Америку что-то готовилась, узнавала как что. У меня просто были мысли. Я так больше в теории. То есть я продолжала работать на своей любимой работе и все время думала, ну вот как-то не время. В итоге, да, случился 22 год, и наступило время внезапно, резко, никого не спросив. Да, время наступило на нас. А вот сейчас, я думаю, что наступил у нас момент, когда мы раскроем секрет, в чем этот эфир необычный. Как я уже говорила, что мы с Машей живем не так далеко друг от друга. Этот эфир мы решили с ней сделать офлайн. Это будет первый офлайн эфир на нашем канале. Я вас познакомила с Машей вот так вот через телемост онлайн. А сейчас мы с ней встретимся в Вольсберге буквально через секунду и продолжим наш прекрасный диалог тет-а-тет, потому что Машу я знаю давно не виделись. И я подумала, что это очень классная идея — встретиться и сделать эфир офлайн. Так что еду. Сейчас мне 33 года. Я врач-анестезиолог-реаниматолог клиники Вольсбург. Вот я врач с апробацией. У меня, собственно, все легально, все документы легальные. Что такое апробация? Апробация — это бессрочное разрешение на работу в соответствии с моим образованием, в соответствии с моим дипломом. То есть работу врачом. Частный случай — это врач-анестезиолог-реаниматолог. В данный момент я нахожусь в так называемом постдипломном образовании, это называется Weiterbildung. После этого я буду уже, скажем так, дипломированным анестезиологом-реаниматологом. Здесь это называется Facharzt. Это длится 5 лет, проходишь некоторые этапы, в конце сдаешь экзамен. Это не обязательно, можно и без этого дальше работать, не проходя никаких новых испытаний. Но это мне не подходит, поэтому я нахожусь вот в этом постдипломном образовании, которое идет параллельно с работой. Я получаю зарплату. В перспективе я получу, скажем так, карьерное повышение. Для того, чтобы было понимание, да, в России, когда Маша работала, у нее были реально очень высокие регалии, насколько я знаю. То есть карьерный рост достиг какого-то уровня. Безусловно. В России я работала врачом-анестезиологом, реаниматологом в детской клинике. Не на руководящей должности, но таких амбиций как бы у меня не было никогда. Плюс я работала в нескольких частных клиниках. Но в плане моих профессиональных компетенций, задач, которые не могла бы выполнить я, лечебных, таких задач не было. То есть скилл прокачанный за 7 лет практики. В 2014 году я закончила институт, в 2016 я закончила ординатуру по специальности анестезиология и реаниматология. И вот все это время без каких-либо перерывов я делала одно дело. Я была врачом и являюсь врачом-анестезиологом-реаниматологом. Ничего не изменилось, кроме, наверное, небольшого нюанса. Я работала всю жизнь с детьми, а здесь я работаю со всеми подряд. С детьми в том числе, но это меньше 5% от всех больных, которые проходят через меня. Здесь, да, мне пришлось немножечко переключиться, но не то чтобы пришлось, это было осознанное желание. Я хотела расширить свои профессиональные компетенции, и со взрослыми работать тоже интересно и сложно по-своему. Какие-то вещи я выучила, какие-то вещи повторила из того, что было когда-то в институте выучено. То есть здесь моя деятельность не совсем изменилась, скажем так, это те же наркозы, это та же работа в реанимации, но изменились пациенты, с которыми я работаю, их какая-то специфика. То есть это такая специфика работы в Германии, что у них нет разделения детские врачи и взрослые, или это именно конкретно твоей должности сейчас? В моей специальности ни в России, и в Германии этого разделения нет. Врач-анестезиолог-реаниматолог, он и с детьми работает, и со взрослыми. Это то, что подразумевает наш диплом. И, конечно, здесь есть педиатры, детские врачи, да, которые специализируются на детях, так же, как и в России есть педиатры. Есть педиатры, которые работают в реанимации, есть неонатологи. Разницы большой нет, скажем так. Но все, что касается анестезиологии и реанимации, реаниматологи
Стоматолог – это универсальный солдат. Может работать с детьми, со взрослыми. То есть, как бы, если подытожить, то сейчас ты работаешь в Германии, в клинике по специальности с подтвержденным дипломом, с бессрочным контрактом на работу. Не контрактом, разрешением. Контракт, пока у меня первый контракт 5-летний. Это по умолчанию. Да. Теперь вот вопрос большой. Ты начала рассказывать, как ты переехала? То есть, что сначала была нацеленность на Штаты, потом Германия. Почему после Штатов твой выбор пал именно на Германию? Как я уже сказала, я решила пойти по пути наименьшего сопротивления. В Германии нужны врачи. В Германии очень много русскоговорящих коллег, которые этот путь уже прошли. И интернет просто заполнен историями о том, как пошагово, с чего начать, какой тайминг, когда начать учить язык, на каком этапе начать переводить документы, апостили. То есть у тебя есть готовая инструкция, просто бери и делай. Это не какая-то экзотика типа переезда в Австралию. Где там она, эта Австралия? Что там вообще за медицина? Ну да, это же далеко и сложно все. Или, например, Франция. Ну, тоже как... Сложнее, да? Да, ты просто заходишь на сайт Министерства здравоохранения, условно говоря, и смотришь там список документов, который нужен для того, чтобы подать на признание диплома, и ты понимаешь, что ты скроллишь, она не заканчивается эта страница никак. А в Германии скачиваешь PDF-файл, и у тебя все по пунктам написано. Такой, ты так перевести, так апостилировать, у присяжного переводчика все это сделать, и вот, молодец, давай, приезжай, мы тебя ждем, и все. На самом деле могу рассказать личный опыт. Мы в 2022 году с подругой хотели переехать по кейсу. Появились стартап-визы, визы талантов в Европу. И мы такие, о, круто, мы вот делали, получается, в Москве вот этот проект, типа как живопись за час, то есть мастер-классы по живописи. Мы такие, блин, это готовая бизнес-модель, вот, пожалуйста, сейчас мы одобримся по визе талантов, точнее, это как бы одно из подразделений визы талантов, стартап-виза. Вот, мы сейчас одобримся по стартап-визе, у них был, типа, стартовый капитал, я как там, типа, организатор, вот, ну, как бы мы вдвоем, в общем, это планировали делать, и начали смотреть, ну, какие страны дают визу талантов и куда это реальнее сделать. Так вот, Германия, это наше мнение было. Это не, как бы, я не могу сказать, да, что это прям истина в последней инстанции. Но Германия была самой сложной стороной для стартап-визы. Объясню почему. Потому что в Германии очень четкий перечень документов, который нужен, но не под все бизнесы ты можешь достать эти документы. То есть, например, под творческий грант или под творческий стартап было очень сложно какие-то. Я уже сейчас не вспомню, честно, что это было, потому что это было на самом деле не 22, это был конец 21 года. Ну, неважно. То есть это был, ну, как бы Германия была прям вот, ну, самой сложной. То есть тебя просят какой-то документ, и ты такой, как этот документ, например, может дать тебе художник? То есть это просто что-то нереальное. Притом, ну, типа, в этой ситуации противопоставить Францию, там было все супер понятно. То есть у них настолько гибкие правила для этой стартап-визы, что, типа, нужно вот это, но вот это не обязательно, и вот это не обязательно. И в итоге по статистике большинство как раз переезжали во Францию по стартап-визам, чем в Германию. И это так прикольно слушать с другой стороны. Мне кажется, немцы просто перевели вот этот наш немецкий формуляр, там все четко. Характеристика из Минздрава, справка об отсутствии судимости, там подтверждение, что за время медицинской практики ты никого не убил, умышленно, как минимум, да. Наверное, это в творческой специальности будет не просто, какое ведомство будет эти характеристики раздавать. Да, там что-то вот такое было, да, типа отзывы от людей, которые купили у тебя картины, что-то такое, камон, как это до сих пор висит, цвета не выцвели, что там, должно быть, ну, примерно так. В этом смысле Германия для переезда была очень понятной страной. Вот прям тебе все понятно, как это делается, что здесь тебя ждет, какая здесь будет медицина. Тебе все понятно. Не было особо много у меня времени и желания заморачиваться, прорабатывать каждую отдельную страну. Это же еще надо иметь в виду, что учить нужно новый язык. На тот момент я по-немецки не говорила, не понимала. У меня был такой очень-очень зачаточный туристический немецкий язык А0. Это на момент 2020 года. В октябре я начала учить немецкий язык. Один я сдала в 23-м году летом. Нет, не в 23-м, в 22-м году летом я сдала. В 23-м году я уже переехала. Да, как раз в 22-м году в октябре я сдала B2 уже. И да, в феврале я была уже здесь, 23-го года. А вот такой вопрос, да, ты говоришь, что в 17-м году ты начала задумываться про переезд в США.
Мгм. Почему? Почему у тебя вот такие мысли возникли вообще? Ну, и разочарование было, наверное, основным двигателем моего решения уехать. На тот момент я уже поработала в России и чувствовала себя достаточно уверенно как врач в реанимации, как врач в Мгм. операционной. К тому же у меня был опыт работы на скорой помощи. И параллельно, я уже упомянула это, я занималась научной работой, и в контексте моего исследования у меня было достаточно много взаимодействий международных, то есть у меня были Мгм. доклады, я ездила в Европу, рассказывала о том, собственно, что я делаю, получала интересные вопросы. На некоторых конференциях я занимала призовые места и там выигрывала, например, какой-то освежающий курс или учебу где-то. И количество контактов, количество взаимодействия с международным сообществом Мгм. было достаточно большим. У меня был шанс посмотреть, а тут как, а вы как борщ варите, вот, а мы вот так вот. Это было очень интересно, и мне хотелось как раз вот быть в центре вот этого движа, с одной Мгм. стороны. А с другой стороны, я видела, как меняется ситуация в научном сообществе, в медицинском сообществе в России уже на момент 2017 года. И я сравнивала, какие были у нас конференции, какие были приглашенные гости в 2014-2015 году, 2013 году, как это все деградировало, шаг за шагом, как это деградировало. И мне не хотелось деградировать вместе с системой, мне хотелось, наоборот, расти, мне хотелось вот этого взаимодействия, и стало понятно, что да, значит, мне нужно двигаться дальше. Меня почему остановила еще идея с переездом в США, это просто очень далеко. Представления о США изначально они очень поверхностные. Потом, когда начинаешь вчитываться и понимать специфику жизни там, специфику медицинской системы, это немножко тебя отрезвляет. Тогда уже встает вопрос, а стоит ли того? И когда мне стало понятно, что шансы мои, есть такое слово «сматчиться», это получить рабочее место в анестезиологии. Ну, сматчиться — это в целом получить рабочее место где-то. Мгм. Мне сматчиться в мою работу в анестезиологию, в реанимацию будет почти нереально. Это достаточно привилегированная специальность, конкурс высокий, и чем дальше ты от выпуска из института, тем твои шансы по экспоненте уходят вниз. И я поняла, что я не хочу заниматься чем-то другим. Я хочу делать то, что я делаю, то, что я умею делать, то, что я люблю делать. И тогда на США пришлось поставить крест на этом переезде. Но я ни о чем не жалею. Изучение английского языка, подготовка к USMLE — это было круто. Мгм. И это я советую всем, у кого много свободного времени и хочется что-то новое выучить, какие-то тонкости вникнуть. Это очень интересный был опыт. То есть это было классно. Здорово. И такой вопрос, да, сколько времени, то есть ты говоришь, с 17-го, получается, до 20-й год, Да. то есть ты готовилась к США, но потом поняла, что, в общем, это, наверное, не тот путь, который тебе нужен. Наверное, вот так будет правильно сказать. То есть это было бы реально, но это того не стоило, Это наверное. было бы реально, это заняло бы больше времени, на это ушло бы больше денег, просто потому что лететь в США — это дорого, Мгм. сдавать степы, на это требуются деньги, на жизнь там первое время тоже потребуются деньги. Ну, реально, но, повторюсь, дорого, долго, и в итоге я бы получила не совсем то, что я хотела бы получить в итоге. Мне бы пришлось поменять специальность, ну, будем говорить по-честному. Мне нужно было бы работать там, куда бы меня почти как по распределению засунули. Мгм. Очень мне этого не хотелось. А здесь за мной остается свобода и выбор. Я могла бы не заниматься здесь анестезиологией, реаниматологией. Я могла бы переключиться абсолютно на любую деятельность в рамках врачебной работы, то есть стать травматологом, ортопедом. А вдруг у меня мечта такая была? Вот Мгм. стою в операционной с одного конца стола и на другую завистью смотрю. Но нет. Вполне. Но нет. Но в целом, да, так можно было сделать, и ничего этому не препятствует. Здесь в этом смысле очень гибкая система. Вот это прям, мне кажется, очень ценный момент для людей, особенно для врачей, да, которые как-то так же, как и ты, была недовольна темой, ну, рабочей системой, да, системой. Наверное, это неправильно, да, сказать, системой здравоохранения. Это, наверное, другая история. Система здравоохранения, да, ты можешь быть, наверное, недоволен как потребитель этой услуги. А когда ты работаешь в этой системе, ты часть системы, ты работаешь в государственной клинике. Да, я ставила себя много раз на место пациентов, и не самые приятные ощущения, это не самое лучшее сравнение. Ты понимаешь, что в определенный момент ты упираешься
в стену, когда ты не можешь уже лучше сделать, ты не можешь поменять систему, это очень наивно думать, что вот мы сейчас все молодцы, хорошие такие придем, как начнем всех правильно лечить, как все у нас начнут выздоравливать. Это задача с большим количеством переменных. И вот. Ну вот, кстати говоря, да, если, например, говорить про то, что когда человек недоволен, говорят, если ты недоволен, типа, ситуацией, не надо менять людей вокруг себя, поменяй, типа, себя. То есть ты взяла себя и переместила в другое место из этой системы. То есть ты не можешь поменять всех вокруг и систему, ты такая раз. И да, мысль моя была о том, что для тех, кто живет и работает в своей стране, и как бы его не устраивает система, в которой он работает, да, то есть ты можешь просто, ну, есть шанс и вполне адекватный, реальный шанс что-то изменить и попробовать себя, например, в Германии, в Европе. То есть, ну, как бы в моей голове, когда я жила там в России, в Украине, я могу сказать, что это звучало как просто мечта, типа, уехать в Германию, это просто sweet dreams, то есть... А тут получается, что это, ну, как бы вполне реальная история. Еще такой вопрос. Ты, получается, в 2020 году, да, такая, все, Америка, стоп. Типа, я нашла лучший вариант. Что ты для этого сделала? Можешь прям вот так по шагам сказать, что первое, что второе, там, что третье, да, начиная от того, где ты искала информацию и так далее. То есть вот такую, как мини-инструкцию людям, которые такие, я тоже хочу в Германию. Не буду писать Марии, я посмотрю сам, куда смотреть. В далеком 2020 году не было телеграм-каналов. Это то далекое время, когда было не так много блогеров, не так много YouTube-каналов. Тебе приходилось такими олдскульными вещами заниматься, типа Твиттера, ЖЖ. Вот, сейчас мои седые волосы продемонстрирую. Да? В ЖЖ был один блогер, который достаточно подробно описывал процедуру признания диплома. Это был первый и зачастую единственный источник информации. Дальше ты начинаешь углубляться в то, сколько это занимает времени, сколько это может стоить. И по обрывочным каким-то фактам из Гугла, из ЖЖ и Твиттера начинаешь собирать потихонечку вот эти бусики информационные. Было достаточно быстро понятно, что пока не будет немецкого языка на уровне B2, больше не надо ничего делать. Учи язык, все, вот медицину пока оставь, документы оставь, все в покое оставь. Выучи немецкий язык. Немецкий язык — это А и О. Это все, вот это самое главное. Без этого никуда мы не пойдем. И я, собственно, оставила в покое интернет и поняла, что окей, да, это посильно, это реально. Все, учим немецкий язык, все остальное приложится. И тут уже начали расти телеграм-каналы, YouTube-блогеры, люди стали рассказывать о своем опыте. Это был уже второй этап, когда ты учишь язык и параллельно там что-то едешь, почитываешь, вот кто-то написал о своем там успешном или, что более ценно, неуспешном кейсе, когда там не с первого раза дали экзамены, вот какая должна быть работа над ошибками, чего стоит избежать. Или если человек попал в токсичный коллектив, в нехорошую клинику, как этого избежать, как быть с этим, как увольняться. Все это уже появилось со временем, это 21-22 год, но это было для подготовки к переезду не самым главным. Самым главным было выучить немецкий язык. Вот хочу обратиться к людям, которые смотрят нас. У нас было до этого несколько попыток записать интервью с людьми, у которых были неуспешные кейсы, и, к сожалению, люди, ну, в последний момент побоялись этого делать. Я могу понять с психологической точки зрения, что, наверное, это тяжело на камеру рассказать о своей неудаче. Но, с другой стороны, насколько это ценный материал для других людей, то есть насколько это помогает другим людям, когда есть возможность посмотреть твой неуспешный кейс и так, ну, как бы, и предотвратить эту ситуацию в твоей жизни. Это не, ну, типа, не история про то, что люди посмотрят и порадуются, что ты дурачок. Нет, это вообще история про то, ну, насколько ты можешь этим помочь людям. И если кто-то, у кого есть такая история, такой кейс, может рассказать его, вот, вы можете связаться с нами. Наши контакты есть в описании к видео. Также вы можете написать в комментариях, и мы с радостью, ну, как бы с вами свяжемся и послушаем ваш кейс. Вот, возможно, запишем с вами тоже какое-то интервью для того, чтобы как можно большему количеству людей смогли помочь. И, возможно, мы сможем тоже вам как-то помочь в разрешении вашего вопроса. Я не говорю, что мы там придем с волшебной таблеткой, вот, но, возможно, мы сможем найти какое-то решение. Так что, если будет желание поделиться с миром, да, с проблемой, с которой вы столкнулись, и решением, которое вы нашли, то это было бы очень ценно для нас. Да, я немножко отвлеклась от темы. А я тебя очень поддерживаю. Я как потребитель информации и в прошлом, и в настоящем очень ценю именно негативные какие-то
опыты, когда, например, готовишься к какому-то экзамену и смотришь, тебе все пишут, вот, все сдают, и все так в легкую, никто не говорит об ошибках, о сложностях, и у тебя создается очень неправдивое впечатление о чем угодно, да, там, со структурой экзамена. Это не полезно. На вес золота негативный опыт или отрицательный отзыв. Это на вес золота. Вот, кстати, про отрицательные отзывы, да, в продолжении темы. Я помню, когда мы с тобой, когда там, месяц назад общались, и, ну, общались по поводу этого ролика, я у тебя задала тебе вопрос, были ли какие-то неоправданные ожидания или что-то такое, или какие-то проблемы жесткие, с которыми ты столкнулась. Ты мне так резко такая, нет, у меня все было прогнозируемо. Я думаю, что это как раз было благодаря тому, что ты посмотрела какие-то, ну, то есть много материала. Да, это одна из причин. Другая причина, я была уже в Европе в клиниках, была в клиниках в Испании, в Австрии. У меня было представление о том, как все устроено и что здесь не как космические там корабли врачи запускают, да, что это плюс-минус такая же работа со своей спецификой, и ожидания были завышены. Без этого никак. Тебе нужен вот этот мотив, что вот сейчас все будет просто классно, это важная мотивационная часть. Потом придет отрезвление, но важна вот эта амплитуда, с какой высоты ты будешь падать. Ты упадешь вот так, и все, у тебя случится депрессия, и тебе больше не хочется идти. Или ты упадешь так немножко. Ну да, тут тоже реальные люди, тут тоже есть какие-то проблемы. Ну ничего, мы будем их решать, тебе будет легче оправиться от вот этого небольшого падения, чем когда у тебя ожидания совершенно заоблачные, а реальность оказывается совершенно другой. По поводу проблем. Не было у меня каких-то выраженных кризисов, да, мыслей, что «Боже, что я сделала?» Нет, такого не было, но может быть, это еще и как бы моя специфика психологическая, что я в целом не люблю драматизировать и очень реалистичный человек. Ну, как есть, так и будем разбираться с тем, что есть. Но были какие-то, я не знаю, какие-то все равно депрессивные эпизоды, или ты вообще к этому не склонна? Я в целом не склонна к депрессии. Были эпизоды, наверное, подавленности, да? Ты сначала приезжаешь, у тебя вот она туристическая фаза, тебя восторгает все. Ну, заканчивается этот ресурс, заканчивается эндорфины. И дальше начинает проступать реальность. Везде есть сложности и проблемы. И ты вот с этой вот высоты, с туристической фазы, так, окей, я буду теперь здесь жить, а здесь вот так, и это вот так. Нужно время, чтобы это переработать, чтобы собственное мнение выработать вообще по этому вопросу, чтобы разобраться, это хорошо или плохо, и насколько это влияет на мою жизнь, или там может на нее повлиять в перспективе. Был этот момент, когда ты с туристической фазы вот в эту вот депрессивную волну падаешь, но весь процесс выглядит совершенно нелинейно, то есть вот подъем, потом падаешь, потом вышла на какое-то плато, опять упала, поднялась, там все это происходит и до сих пор просто колебания не очень большие, поэтому ты в рутине этого не замечаешь, там, не знаю, какая-нибудь незначительная неприятная ситуация, что за поезд Deutsche Bahn опоздал, ты понимаешь, ты помнишь свои первые впечатления? Поезд не пришел, отменили, а сейчас, ну, господи, опять, ну, ладно, пойду кофе попью, голубей покормлю. Классика, да? Да, на людей посмотрю, поэтому книжку с собой надо брать. Сидишь себе книжку читаешь, ну да, Deutsche Bahn опоздал. Это по первости для тебя, это, как это так? А сейчас, ну, да, это часть нашей реальности, поезда опаздывают. Это, кстати, такое первое, что развеяло мой миф о немецкой пунктуальности и четкости. Я была просто в шоке, типа, я думала, у нас так не опаздывают поезда, как у них, хотя у нас репутации такой нет. Да, и ты ожидаешь одного, по факту получаешь другое, потом ты осмысливаешь, да, ну окей, что я теперь с этим могу сделать, как я могу эту ситуацию улучшить, как я могу себя как-то подстроить под вот этот момент. Со временем подстраиваешься. Слушай, вот такой вопрос. Какие инструменты ты используешь для того, чтобы себя выводить из таких ситуаций? Ну вот, как ты говоришь, да, когда амплитуда ушла вниз, и ты такой немножко в миноре находишься, как ты себя поддерживаешь, что ты делаешь? Люди.
В первую очередь это люди, это мой круг общения, у меня есть такой домашний камерный телеграм-канал, у меня есть поддерживающая футболка, о которой надо заботиться заранее, пока вы находитесь в своей там стране, городе, доме. Вот все люди, вот всех я забрала с собой. Это важно, это висит на видном месте, я всегда могу вернуться к добрым словам, каким-то позитивным моментам, это первое, да. Второе, это рефлексия и саморефлексия. Люди рефлексируют по-разному, кто-то там в уме может, да, прорабатывать какие-то процессы. Я дружу с ручкой и бумагой. Я пишу дневник уже много лет, и мне это помогает, совершенно невероятно. Ты задаешь себе вопрос, так что я чувствую физически, вот что случилось, там, какие могут быть последствия, да, и ты прорабатываешь это сама с собой. Потом ты, если хватает сил, ты кому-то рассказываешь об этом. Особенно здорово, если ты оказываешься в поддерживающей среде, среди людей, которые пережили уже это. И то, что для тебя сегодня, не трагедия, но весьма неприятный эпизод, ты можешь поделиться этим с человеком, который это месяц, 2-3 назад прошел, пережил, переработал, и ты видишь, что окей, никто не умер от этого, да, можно жить дальше, можно какие-то выводы сделать из случившегося, где-то соломки подстелить на следующий раз, чтобы такого больше не случилось, где-то к себе обратиться, что, здесь вот немножко не дотягиваем, да, надо подулучшить знание языка или еще какие-то процессы, если ты не понимаешь, надо немножко посвятить этому времени, получить информацию какую-то и таким образом ситуацию спрофилактировать, чтобы больше она не случилась. То есть очень рациональный подход. Но круто, когда есть люди, которые уже это пережили. Ты обращаешься за советом, ты видишь, что это не убило никого. Вот вопрос, да? Понятно, что когда ты уезжала, твоя футболка — это подтверждение, куча людей написали тебе слова поддержки, но они там, а ты приехал сюда, и ты здесь. Как искать здесь окружение? Как его формировать? Это очень сложно для многих. Вообще-то создал Бог интернет, если что. И ты можешь по видеосвязи с кем-то поговорить, если тебе хочется увидеть человеческое лицо, если нет еще пока возможности, если еще не сформировался здесь какой-то круг близких тебе людей. Это такая первая помощь, да, первая психологическая помощь. Дальше нельзя находиться в другой стране в вакууме. Ты все равно взаимодействуешь с людьми, с коллегами, с продавцом в супермаркете, потому что у тебя не такой уж и большой разброс супермаркетов, ты плюс-минус приходишь в один и тот же, и там плюс-минус один и тот же продавец, и ты всех знаешь, особенно когда живешь в небольшом городе. И, на мой взгляд, основной пласт общества, с которым коммуникация будет налажена супер, это твои коллеги, люди, которые эмигрировали, переехали, кто-то позже, кто-то раньше, но плюс-минус прошли один и тот же путь. Вот твой, собственно, пласт. Бери оттуда людей, знакомься, дружите. И я сделала так. Это люди все в основном с моей работы. Конечно, люди, уехавшие после 22 года, находятся немножко в уникальной ситуации, потому что зачастую уезжают друзья, да, и вы находитесь все да. в соседних землях Германии. И в моем случае у меня достаточно много знакомых не осталось в России, переехали в Европу. Есть возможность встречаться, общаться. Конечно, Deutsche Bahn — это то еще приключение, но если хорошо все спланировать, можно даже до Бельгии добраться. Да, слушай, насчет Deutsche Bahn я уже поняла, что надо просто тупо сверху 2 часа закладывать всегда, и тогда проблем нет. Не пришел поезд, отменили, окей, но у тебя заложено 2 часа, или когда ты строишь маршрут, я не знаю, может, это такой мини-лайфхак для людей, которые так не додумались. Такое бывает, это нормально. Когда я строю маршрут, я всегда смотрю, чтобы было не меньше 20 минут между пересадками. Я ставлю 30 минут пересадку, и тоже закладываю плюс-минус 2 часа, и с собой что-то, пауэрбанк, книжку, чтобы... перекусить что-нибудь, воду. Потому что, да, поезда опаздывают. Этому не надо раздражаться, это надо просто принять меры. Это просто вот так. Это вот так. И это действительно нужно принять. Есть, кстати, может быть, это тоже будет лайфхаком, если поезд не пришел, или у него какое-то очень выраженное опоздание, и у вас выпал следующий поезд из маршрута, можно потребовать Erstattung, то есть возмещение
сообщение, придет гудшайн, то есть купон, да, мне так пришел купон на 10 евро, который можно использовать в следующей покупке. Это не будет сделано по умолчанию, да, нужно несколько кнопочек кликнуть в приложении Deutsche Bahn, чтобы получить этот Эрштадтунг. Само не придет, его надо запросить. Но это если ты покупаешь билет на конкретный поезд. Если это ИЦЕ, да, ты можешь возмещать какие-то О, это моменты. здорово, кстати, интересный момент, я не знала. И это не очевидно, нет красной большой кнопки в приложении, типа «Ай-яй-яй, верните деньги». Нет, надо кнопочки самому потыкать и видеть там разные слова. Ого, можно запросить тут какую-то компенсацию, но чтобы ее запросить, ее надо запросить. Ну вот, опять же, личный опыт. Только что я вернулась из Италии, и у меня была ситуация, я купила билет на самый первый поезд в 5 утра. Из Билана, получается, я должна была доехать до Милана. И когда ты покупаешь билет, тебе прям большими буквами пишут, то есть написано, если вы покупаете этот билет, то возврату он и обмену не подлежит. Там прям написано это. Вот, я такая, окей. Нет, вру, это было из Милана до Флоренции билет. Вот, несколько часов ехать. То есть там прям написано, если вы хотите, типа, вы можете покупать отдельную страховку, иначе компенсации не будет. Я такая, да, все окей, все по плану. Не приходит поезд, классика, и, соответственно, я не успеваю на этот поезд. И я просто такая думаю, мне никто ж не запрещает написать им и попросить денег обратно, потому что мне ехать в любом случае нужно будет. То есть я просто, хочу следующий билет. Вот, я, естественно, покупаю следующий билет и пишу им там, текст. Здравствуйте, добрые люди, вот у меня возникла такая ситуация. Я написала мой косяк, но, возможно, из-за того, что я все равно покупаю билет, можно как-то, поменять его. Они пишут, в условиях, этого нет, но так как вы такой милый... Они прям так и написали, так как вы, к нам обратились, и мы понимаем вашу проблему, вот, они мне реально вернули половину стоимости и стоимость бронирования. То есть там из 30 евро 18 они мне вернули. Это было очень прикольно. Очень мило. Вот, под лежащий камень вода не течет, но если приложить усилия, то что-то выгорит. Получается, что главный вот такой для тебя ресурс поддерживающий – это люди, это твое окружение. То есть ты не оборвала связи, ты оставила за собой людей дома и начала как-то формировать свое окружение здесь. Да. А вот если, например, люди, которые приехали, и они пока, у них нет коллег, то есть они пока не устроились на работу, как ты думаешь, где можно найти людей? Везде. Все зависит от того, в какой языковой среде вы можете себе найти партнера по разговору. Здорово переезжать в новую страну, зная язык этой страны. Я была именно в такой ситуации. Мне сложно сказать, как быть, когда ты находишься в стране, не говоря на языке на этой страны и не понимая вообще, что здесь происходит. Вот это, да, это, конечно, сложнее. Я думаю, что у любого переехавшего, особенно в европейскую страну, есть уже какой-то план. Ты находишься либо на языковых курсах, либо волонтеришь, либо работаешь, как вот я работаю, да, и ты находишься в социуме, ты как-то коммуницируешь, взаимодействуешь с людьми, у тебя есть какие-то задачи. Если этого не происходит, Германия знаменита своими сообществами, это называется фербанд, по любому поводу. Плетение бисером, вышивание крестиком, выгуливание собак вместе, что там, футбол, этих футбольных ферайнов такое количество, что как бы куча. Если кому-то нравится ходить по музеям, мне нравится ходить по музеям, я состою в 2 музейных ферайнах. Там тоже свой движ происходит, какие-то лекции, какие-то междусобойчики, а вот там давайте пообщаемся, круглый стол там на тему. Тебе не обязательно делать самому какой-то доклад, ты можешь посидеть, там обменяться мнениями с кем-то после этого собрания, пойти кофейку попить, и вот так вот заводится. Это не обязательно, что вы все начнете прям с первого взгляда и сразу дружить в десны. Нет, не обязательно совершенно. Просто какой-то человек живой, который тебя может выслушать, которого ты можешь выслушать. Ну, что еще надо? Где их искать? Я бы сказала в интернете, если бы мы с тобой говорили о постсоветском пространстве. А Германия устроена немножко иначе. Это во многом до сих пор аналоговая страна. И чтобы, например, вступить в музейное объединение, в музейный ферайн, надо ножками посетить этот музей. И, как правило, среди тонны буклетов, которые висят на информационных стендах, один будет посвящен тому, что и у этого музея есть тоже свой ферайн, и там будет шаблон заявки, куда денег отправить, потому что, как правило, все ферайны, это немножечко денег стоит, там какой-то символический годовой взнос. Вот. И дальше будет уже
по электронной почте, заметьте. Ну, зачастую, да, по электронной почте. Есть ферайны, которые шлют письма почтой, Бумажной. обычной, бумажной, в почтовый ящик. Это Вот. Германия, детка. Это аналоговое, ну, это мило. Мне это стало нравиться уже. По крайней мере, тебе пришло живое письмо из бумаги, оно не будет зачислено в спам, оно никуда не пропадет у тебя, оно не будет лежать в закрытом конверте, ты откроешь этот конверт, ты посмотришь, что там. В этом есть свой плюс. В этом есть свой плюс, особенно для людей, скажем так, 30+, кто привык еще в аналоговом пространстве организовывать Кто свою еще помнит жизнь. чуть-чуть. Помнит, что такое бумага и ручка, да, как они взаимодействуют вместе. Ничего плохого в этом не вижу, скажем так. Так вот, физически, для женщин, особенно для женщин с миграционным прошлым, в каждом маленьком городке есть Фрауенбунд. Тоже много всяких мероприятий вместе, и поговорить, и все-все-все. Это сделано с целью избежать, наверное, каких-то проблемных ситуаций у этих женщин, дать женщинам поддержку, потому что женщины априори больше подвержены насилию. Чтобы, собственно, этого было меньше в Германии, в каждом маленьком городке есть Фрауенбунд, где ты придешь с девчонками, какие-то моменты можешь обговорить, но для этого надо говорить по-немецки. Без немецкого будет непросто. Сейчас уже, конечно, есть и украиноязычные сообщества, русскоязычные сообщества, потому что были достаточно большие волны миграции, люди объединяются там, через телеграм-каналы каким образом, да, через Инстаграм друг друга находят, но это наше мигрантское сообщество, это будет немножко далеко от немецкого уклада жизни. Слушай, а за все это время у тебя появились какие-то немцы, друзья, прям местные? У меня есть хорошие знакомые, но какой-то такой прям дружбы не завязалось. Я и не ставила себе такой цели. Я здесь нахожусь всего 1,5 года. На иностранном языке, особенно с носителем языка, завести дружбу, это непросто. Это непросто. И учитывая специфику города Вольсбурга, небольшой город, 110 тысяч человек, и город молодой, в основном все мигранты здесь. Даже кто не из Германии, да, все приехали сюда по работе, здесь мало кто родился из тех людей, кто здесь живет. Поэтому город сам по себе специфичный, и это, во-первых. Вот. А во-вторых, я нахожусь в иммиграционной среде, в среде моих коллег, которые прошли плюс-минус такой же путь. Среди них, естественно, не будет немцев. Мне очень понравилось, что ты сказала, я себе не ставила такой задачи. В первую очередь, я думаю, что это был в номер 1 пункт. Я себе не ставила такой задачи, а потом уже все остальное. Ну, как можно поставить задачу завести друзей? Так, сейчас мы будем ловить, короче, людей на улицах в сети, а немец, давай признавайся. Ну, у меня есть польские корни, все не подходит. Вот, да, кстати, очень часто я слышала советы от блогеров там, или от психологов, ищите новых друзей. Мне кажется, что важно, не ищите друзей, а постановка вопроса, наверное, более правильная будет. Попробуйте найти окружение для начала. Да, как же значит друзей? Друг — это что-то, близкое и высокий уровень доверия. У каждого точка входа в такие в дружеские, близкие отношения разные. Кому-то годы нужны для того, чтобы человеку доверять. Кто-то, да, там за 10 минут разговора уже все, вот душа нараспашку. Все разные, да. Да, и тут нет какого-то одного рецепта. Вот делайте так, и будет вам счастье. Окей. Давай немножко вернемся назад, да, к тому, вот мы поговорили про вот эти сообщества. Ты рассказала, что ты нашла первую информацию, ты взяла в живом журнале. Я даже не знаю, кто-то помнит, что это такое или нет, да, был такой. Это в музеях будут показывать. В следующем музейном сообществе будет выставка, посвященная живому журналу. Я думаю, что это, наверное, можно назвать, да, первая сеть, которая, как блогинг. Первые блогеры, наверное, пошли оттуда. Да, и причем письменные блогеры, да, это люди букв. Да, люди, которые читают и пишут, и Класс, набирают. это вообще раритет. Хотя у меня до сих пор на почту приходит, у меня есть тоже ЖЖ, был, когда-то я вела его, и мне до сих пор на почту иногда приходит у того-то день рождения. Да-да-да, это такие, ты знаешь, теплые ламповые воспоминания из какой-то другой жизни, да, там вот, абажур, вот это вот все. Да, кстати, я помню, душенька, включите радиолу.
Да, вот, еще раз, можно прям вот, ну, такую мини-инструкцию, что ты сделала, вот прям по шагам для переезда? Вот первое, второе, типа, я позаботилась об этом, об этом, об этом, об этом. Когда мы уже выходим на принятие решения, я переезжаю, да, вот от этой точки мы уже Мгм. отталкиваемся. Есть следующие этапы подготовки к переезду. Нужно понять, что тебе, какие знания, какие документы тебе нужны. В моем случае это было знание немецкого языка, это то, что занимает много времени и что потребует наибольшие вложения твоих сил, денег. Это то, с чего я начала. Это как бы пункт первый и Мгм. главный. Это язык. Следующий пункт, да, это документы, подтверждающие твою квалификацию. Я думаю, что в некоторых профессиях это не совсем так прозрачно, как в медицине, когда ты понимаешь, что вот есть конкретный диплом, в котором конкретные вещи про тебя написаны, и это тебе дает разрешение права на что-либо. Может быть, есть специальности, которым нужно озаботиться о каких-то дополнительных курсах подтверждения, что-то ты можешь, находясь у себя в стране исхода, подучить, доучить, где-то себя прокачать. То есть я приведу очень поверхностный пример. Например, если ты работаешь в реабилитации, и тебе для работы в реабилитации здесь нужно научиться какому-то новому скиллу. У тебя есть на это определенное время, ты такая, окей, сейчас я запрошу вот эти курсы, я научусь еще реабилитировать там лучезапястный сустав, и мне вот этого сустава как раз не хватает. Лучше об этом озаботиться, конечно, в стране исхода параллельно с изучением языка. И дальше подготовка документов. Подготовка документов. И третий этап – это поиск места работы или города, или какой-то там географической точки, в которой вы себя найдете и будете находиться определенное количество времени. Есть еще подэтапы, которые меняются в зависимости от того, как меняется окружающая реальность. Я не открою ни для кого Америку, сказав, что вывести из России деньги непросто. И рубли как бы вести это глупо. Деньги нужно будет обменять, нужно будет решать какие-то вопросы с сим-картой на первое время, с банковскими счетами. Этот вопрос надо решать дома. Надо поменять деньги там, где это возможно, слетать в какие-нибудь страны типа Казахстана или Узбекистана, открыть банковские счета, положить на эти счета деньги. То есть об этом нужно озаботиться, находясь в стране исхода, потому что надо на что-то жить в первое время. Не у всех протекает процесс признания диплома так вот просто, как у меня, все как по расписанию было написано. Возникают разные сложности, иногда возникает форс-мажор, человек может заболеть, да, может что-то произойти, и на этот случай тоже нужно как-то подстраховаться. И все, что можно решить в стране исхода, надо решать в стране исхода. Например, зубы полечить, обследоваться на дорожку, если там какой-то чекап пройти, если есть хронические заболевания, соответственно, привести себя в максимально хорошую форму, потому что впереди будет стресс для организма, всего, для всех систем, скажем так. Как я поняла, вот к моменту, вот у тебя есть билеты, грубо говоря, к моменту того, у тебя что... есть билеты. Кстати, у тебя есть билеты. А чтобы купить билеты, Так. вообще не очень это очевидно. Когда-то в далекие времена ты мог там зайти на сайт Lufthansa, Ryanair или там что-то еще, что летает в Европу, и вот так вот в легкую со своей банковской карты мог оплатить билет. Я просто напоминаю, что мы живем сейчас в другое время, да, и покупка билетов – это тоже не так уж легко и очевидно. Сейчас есть много посреднических веб-сайтов и всяких контор, которые с этим помогают, но процесс усложнился. Об этом тоже нужно будет подумать, а как я буду покупать билеты? То есть, есть какая-то контора, которой можно доверять, или вот мои знакомые сделали так, и у них все было хорошо. Сложности множатся, и когда этот вопрос станет актуальным, тогда нужно уже смотреть актуальную информацию. То, что мы обсуждаем и советуем сейчас, на момент 2024 года, очень легко может поменяться. И в такой как бы турбулентной ситуации нужно оставаться как-то на плаву и... Ну да, слушай, я-то покупала билеты, у меня не было проблем, потому что у меня были другие, и деньги были на других картах, вот. Да, и у тебя, вы вообще по-другому маршрут, сложился? У тебя не одним, там ты махом из России переехала или из Украины переехала в Германию. У тебя один маршрут, а поставь себя на место тех людей, которые вот в этой точке находятся сегодня, что им нужно сделать? Еще надо там страховку определенную, блок-счет
нужен, да, для получения рабочей визы. Для тебя это, наверное, новость, что блок-счет? Блокчет. А, Что там, что за блоки там бетонные сложены? Вот, это тоже нужно сделать. И чтобы закинуть деньги на блок-счет, это в 2022 году была та еще история. В моем случае с географией я поехала в Казахстан, думаю, что я буду открывать банковские карты, заодно и там этот вопрос решу. Мгм. А как это устроено сейчас? Какие банки поддерживают переводы свифтом? Сколько это стоит и какой порядок сумм? Я уже некомпетентна в этом вопросе. Прошло 1,5 года, и я совершенно ничего не могу сказать. ну так вот, допустим, мы разобрались, купили билет. Ну, то есть вот что должно быть к моменту, вот что продумать, ты советуешь, что продумать к моменту, вот у меня есть билет, что у тебя уже должно быть организовано, что должно быть подготовлено к моменту вылета? Первое и главное, а что ты делать там будешь? Это конкретный вопрос. Что ты будешь делать? Твоя деятельность определяет вообще плюс-минус все. Учить язык едешь – это одно. Едешь работать – это другое. Едешь Мгм. признавать диплом, потом работать – это третье. Не всем надо признавать диплом. Если Да. ты человек творческой специальности, тебе не надо признавать диплом. Ты просто пишешь картины или ты балерина. И все, этого достаточно. Вот там усы, лапы и хвост – вот мои Мгм. документы. Что нужно сделать, имея билеты на руках? Есть как бы практические вещи, конкретные совершенно. Это там сбор вещей, это вот медицинский чекап, это там зубы, Мгм. что-то еще такое. Скачать приложение, которое ты можешь скачать там в своей стране исхода, которые тебе пригодятся здесь. Деньги, конечно, конечно. Но я думаю, что если билеты куплены, значит, они куплены на что-то. Да, то есть они не упали с неба. Мгм. Сим-карты, ты говорила? Сим-карту, как минимум подумать, как ты будешь это делать. Это не всегда очевидно, а потом, когда ты оказываешься в незнакомом городе без интернета на улице, и ты даже не знаешь, где ближайший магазин, чтобы купить эту сим-карту, и как он Мгм. там, когда он открыт, когда нет, это очень дискомфортно. Лучше сразу об этом подумать. Вот у меня такой план. Я приезжаю, иду в Альди, покупаю Альди Сим, и это будет моя первая сим-карта, а дальше уже посмотрим. Когда ты приезжаешь, у тебя этого плана нет, искать информацию здесь без интернета будет сложно. Мгм. Лучше это продумать заранее. Что еще? Попрощаться? Это вот уже из области не физического. Неочевидного, да. Да, и не очевидно, надо попрощаться, и хорошо попрощаться. Потому что потом будет тяжело, будет тянуть, будут какие-то вещи вспоминать, что «а вот я не доделал, увидел, услышал, не договорил». Надо попрощаться с тем, что вам дорого. Мгм. Футболку сделать. Всем рекомендую. Это может выглядеть очень сентиментально, когда вы там с той стороны экрана сидите дома. Будет все по-другому совершенно, когда домом вы станете называть другое место. Да, и, кстати, я помню тоже, у меня тоже есть, но у меня не футболка, у меня есть прям открытки. Я просила, мне писали открытки. Оно выглядело очень странно, когда я подходила к людям и говорила, ну там вот я уезжаю, можно на память? Мне такие, да ты что А ты гонишь? нам покажешь? Нам интернету. Хорошо, Покажи нам. хорошо, покажу, не вопрос, окей. С меня открытки, с меня фотки или видос, обзор открыток. Я думала, что футболка — это единственное вообще, что можно сделать. Вот смотрите, дорогие подписчики, как замечательно можно организовать. Открытка. Я Да. ходила с этой футболкой. Не, футболка это классно. У меня просто, когда я переезжала, у меня прям это как бы отдельная история. Я поняла, что мне нужно уместить мою жизнь в чемодан. И для меня каждая, типа, вещь, каждая одежда, ну, как каждая вещь, она имела, ну, типа, вес. Одежда в тот момент, когда я переезжала, для меня, ну, типа, это была футболка, это было, типа, тяжело. Вот, и там какие-то 5 бумажек, ну, в общем, я подумала, что это будет проще. Хотя идея классная. И когда я приходила к людям и говорила, вот, там, типа, напиши мне что-нибудь, некоторые люди мне говорили, ой, да что ты гонишь, типа, ты же всегда можешь вернуться, типа, сейчас же есть интернет. Но, народ, это такой кайф, когда первое время я по Турции ходила и даже фоткалась вот так с этими открытками и отправляла своим друзьям, типа, я в Турции, а твоя открытка со Послушай, мной. как поменялась, да, реальность. Когда это делала я в начале 23-го года, никто не сказал, господи, Маша, что это? Что за сопли сентиментальные ты тут рассказала? Нет. Ну вот у меня был такой момент, поэтому это я прям помню, что это был такой ресурс. Это был, во-первых, повод написать моим друзьям. Мне одна подруга нарисовала такую штуку, вот этот листочек для стикеров, и там написала мое имя и фамилия. И я первые там полгода я просто ходила и везде фоткала, типа, этот листочек со своими имя и фамилией в разных локациях, и я отправляла. Это очень экологично, это не надо там баллоном бомбить, Да. что здесь была Наташа. Да.
Да, да, это было очень мило. Вот, так что тоже классная тема. Скажи, как ты решала вопрос с жильем? В моем случае самый просто вот простейший способ переезда, когда у тебя есть работа, и ты не первый иммигрант трудовой, который находится в штате клиники, вот эта вот протоптанная тропа, да, вот по которой мы все идем. Она подразумевает под собой то, что клиника предоставляет жилье на момент трудоустройства, и вот на момент этого процесса признания диплома. Но я не знала, насколько, скажем так, мне будут тут везде стелить соломку. Я приехала в Вольсбург рано утром в субботу, и какая у меня первая мысль, думаю, окей, суббота, как же это все будет? Люди же отдыхают, а выходной день. Кому я нужна? Ну, кто меня ждет? Ничего подобного. Я пришла на ресепшн в клинику, и в клинике есть приемное отделение, есть ресепшн. Это два разных места. Это второе, что меня удивило. Думаю, сейчас я приду в приемник, в смысле, там человек, не знаю, с больным животом, там где-то в углу блюет, и я такая, тук-тук-тук, я к вам врачом приехала работать. Где я буду жить? Подожди, иди, вон вену поставь кому-нибудь. Что ты тут стоишь, прохлаждаешься, да? Нет, все было совершенно не так. Я беспроблемно добралась до клиники, пришла на ресепшн, сказала, что я вот такая-такая. И мне выдали достаточно большой пакет, в нем договор на безвозмездную аренду жилого помещения, правила проживания, ключ. Все находится недалеко от клиники, то есть это 5 минут пешком. До моего первого жилья это было, по-немецки это ВГ, Wohngemeinschaft, то есть мы можем назвать это общежитием, но это не так трехкомнатная квартира, в которой мы жили втроем. Каждый был своя комната и общие места общего пользования. И там меня ждал сухпайок на 2 дня, потому что мне было предоставлено не только жилье, но и пропитание. Но чтобы получить карточку на питание, это делается как раз в будние дни. А так, чтобы я не умерла с голода, просто обо мне подумали, чтобы я не умерла с голода. Каких-то там сэндвичей, фруктиков, сок, водичка, по мелочи. Мишки Харибо. В пакете с документами у меня лежала маленькая упаковочка мишек Харибо. Как мило. Боже, да, как это мило. И, собственно, вот, я жила в этом ВГ, я ничего не платила до того момента, пока я не стала получать зарплату. Когда я уже стала получать зарплату, тогда у меня просто это снималось с рабочей карточки автоматически. Через сколько ты начала примерно получать зарплату? Вот с момента, я могу и не примерно. У меня все очень четко, очень четкий тайминг. 3 февраля я прилетела в Германию. 9 июня я сдала первый экзамен, это языковой экзамен, называется Fachsprachprüfung. Мы можем назвать это экзамен C1 медицинский немецкий. Состоит из нескольких этапов, есть там свои сложности, особенности, но сдать реально. Как только я сдала этот экзамен, через 2 недели я получила разрешение на работу. Это тоже как бы не сразу тебе вот ты сдала экзамен, тебе дается разрешение на работу, но подразумевает еще и справку об отсутствии судимости уже здесь, врачебное заключение, что в целом у тебя есть 2 руки и 2 ноги, там, ну даже не обязательно, да, все это иметь. Самое главное, что ты можешь работать врачом. Что-то там, по-моему, еще было, какая-то еще бумажечка, типа подтверждение, что ты где-то живешь, и достаточно. В остальном ты относишь эти документы в Ратхаус, в мэрию, да, в администрацию города, ты связываешься с отделом по работе с иностранцами, которые меняют причину твоего пребывания. Когда ты летишь, как я, с визой на признание диплома, в ней написано, ты не имеешь права работать. Это важно, да? И тебе нужно эту национальную визу переквалифицировать во что-то другое. В моем случае это временное разрешение на проживание с разрешением трудовой деятельности. И вот когда у тебя есть вот этот документ, на следующий день мы заключили трудовой контракт, это было 26 июня. Еще раз, 3 февраля влет, 9 июня экзамен, 26 февраля первый оплачиваемый рабочий, 26 июня первый оплачиваемый рабочий день. И все это время, получается, до момента зарплаты тебе предоставляли проживание, питание? Питание, да, 2 раза завтрак и обед в больничной столовой. Ну, больничная столовая, ну, выглядит как бистро. Есть на выбор несколько блюд в обед, да, там гарнир, мясо, рыба и вегетарианское что-нибудь. То есть это достаточно сытно. Я потом уже просто перестала ходить в клинику, начала потихонечку сама готовить, и я много времени посвящала подготовке к экзамену. Я не каждый день была в клинике на вот момент признания диплома.
да, я приходила на госпитацию, вот этот процесс, когда ты присматриваешься, ты там что-то ходишь, помогаешь, въезжаешь в специфику работы, тренируешь свой немецкий язык с не обязательно носителями языка, это могут быть такие же иностранцы, как и ты, но вы будете говорить по-немецки, и нужно учить разные, скажем так, способы произношения, потому что тебе потом работать со всеми вот этими людьми, которые живут в Германии. Все говорят немного по-своему. Этот навык, это нужно тренировать. И клиника — это лучшее место, чтобы это тренировать. Имхо. Есть варианты, когда люди приезжают чисто сдавать экзамен, то есть вот на экзамен прилетел, улетел, вот такой тоже есть, да? существует, да, такой существует. Я сделала по-другому, а вообще, да, мой кейс — это вот не единственный, да, вот путь, который возможен. Есть разные отклонения, есть разные там особенности, в моем случае вот так. Значит, ты прилетела, и 5 месяцев, да, получается, июль? Да, февраль, март, апрель, май, июнь. Да, 5 месяцев. 5 месяцев. 5 месяцев тебе предоставляли жилье, да, питание и, наверное, страховку, насколько я понимаю, или нет? Нет, у меня была туристическая медицинская страховка. Да, это, конечно, не самый приятный опыт, но в целом мне не нужно будет какие-то астрономические суммы, если это действительно случится. У меня не было государственной страховки немецкой, она у меня появилась вместе с трудовым договором. То есть нужно, если ты как бы планируешь переезжать таким путем, тебе нужно подумать, на что ты будешь жить все эти 5 месяцев. Да, потому что тебе нужно оплачивать свой проезд, Deutschland-Ticket. Ввели где-то, наверное, в мае, да, это был июнь, вот это Deutschland-Ticket за 49 евро. Но для него, кстати, нужна была банковская карта с немецким счетом, которой у меня не было, но мне не помешало. Когда есть цель, ты можешь найти. Да, кстати, я помню тоже, что я приехала, и мне такие: ты платишь за проезд, что за бред, есть Deutsch-Ticket. Я такая: да, скачала приложение ДБ, там ввожу данные своей карты, не немецкого счета, ИБАН, и мне приложение говорит: нифига. С казахским ИБАНом у меня тоже не получилось. Вот, у меня был бельгийский и украинский. Нет, не прокатило. Да нет, это все решаемый вопрос. Можно найти людей. Да, конечно. Да, не было такой задачи. Да. Или была такая задача? Не, у меня была задача такая, чтобы у меня был этот Deutschland-Ticket до того, как у меня появился собственный банковский счет в Германии. Нашлись люди. Да. Наверное, не без добрых людей. Это правда, это правда. Так, ну, в целом тут все понятно. Вопрос теперь такой. Ты, когда переезжала, вот как ты вообще выбирала клинику? Как ты вообще выбирала место, куда ты будешь ехать? То есть вот этот вопрос очень интересный в твоем случае. Вот именно этому уникален твой кейс, потому что я, ну, так как я в другой сфере вращаюсь, да, у меня другие знакомые, ну, в смысле, не врачи здесь. Ты переезжала через посредника, насколько я знаю. Да, через HeadHunter, действительно. Этот путь тоже по совету коллег, которые это прошли. И изначально я этого не планировала. Я думала, что я буду искать клинику сама, буду рассылать там какое-то большое количество писем, разослать с резюме, с мотивационными письмами. Но просто по случайности я списалась со знакомым, который на тот момент уже находился в Германии, был на пути между языковым экзаменом и полным признанием диплома. И он мне написал: о, ты тоже собираешься в Германию? А вот смотри, есть такой HeadHunter, отличный мужик. Что это значит? Это значит, что работа человека, HeadHunter, нас, врачей, находить и жаждущим клиникам нас предоставлять. Смотрите, какой у меня хороший врач есть. HeadHunter получит за это деньги от клиники, не от вас. Важно. Да, это важно, это бесплатно для сотрудника. Но об этом надо говорить на немецком языке. С HeadHunter вам надо уже на немецком языке общаться. Вся эта тема начинается, когда вы либо прям вот уже одной ногой в B2, а лучше, когда у вас этот B2 сдан, потому что вам говорить по-немецки сначала с HeadHunter, а потом с будущим шефом. И если у вас еще зачаточный немецкий, об этом даже не стоит и думать. Значит, есть HeadHunter. С HeadHunter у нас состоялся следующий разговор. Я ему сказала, что я хочу жить в Западной Германии, меня интересует земля Нижняя Саксония, потому что мне нравится локация, да, она достаточно северная. Я не люблю жару, мне нравится здесь. Находится в центре, в принципе, равноудаленная от всего, что мне бы хотелось. И дальше мы выбирали клинику. Клиник было достаточно много предоставлено. Я выбирала
больше город, чем клинику, честно скажу. На выбор было несколько городов, я посмотрела, где лучше ходят поезда до Берлина и до других крупных городов, и есть ли аэропорты поблизости. Потом уже начала через мигрантские корпоративные чаты, назовем это так, это сообщество врачей в Телеграме, кто переехал в Германию, ты просто пишешь так: алло, народ, есть кто из клиники Вольсбург? Отзывается несколько человек, ты пишешь в личку, ну что там, как у вас? И в 99% случаев ты получишь подробнейший отчет, на основании которого можно сделать выводы. И ты эту информацию получишь не от одного человека, там, от 3, от 4. Потребуется немножко времени, чтобы вот это сопоставить в твоей голове, твои какие-то требования, да, чего ты хочешь от клиники. Ты опытный специалист или ты начинающий специалист. Это разный подход, потому что есть клиники, когда там все, ты более-менее освоился, тебя бросают в дежурство, ты сам себе хозяин. Есть клиники, где тебя будут учить работать анестезиологом. Если ты ларингоскоп в жизни в руке не держал, но так понял, что это мое. Клиника Вольсбурга для этого подходит. И да, на основании там определенных критериев ты приходишь там к выводу, да, эта клиника мне подходит. Для моей специальности поиск работы это очень легко, потому что мы требуемся везде, найти работу действительно очень легко. Сложнее узким специалистам, например, дерматолог, шансы очень низкие, если вы хотите дальше работать дерматологом. Офтальмолог, да, это сложно. Чуть легче, там, хирургические специальности, типа акушер-гинеколог или общий хирург, травматолог. Но все равно это сложнее, даже вот если представить, сколько нужно, допустим, анестезиологов, чтобы вот эти все хирурги, они могли оперировать. Обслужить да? их, ну, как бы... А сколько на всю вот эту вот ораву нужно терапевтов? И тут терапевты, короче, вошли в чат, которые нужны всем просто. В соответствии от востребованности будет и разброс клиник. Терапевты нужны везде. Хотелось бы сделать акцент такой. Ты сказала, что находишь в Телеграме, да, сейчас доступен Телеграм в наше время. Да. Заходишь в Телеграм, ищешь город с эмигрантами русскоязычными в этом городе и просто тупо всех спрашиваешь. Ну, в врачебном сообществе не совсем так. У нас есть несколько телеграм-чатов, наши врачи в Германии. Есть большой чат, где все врачи всея Германии. И дальше мы разделяемся по землям. Есть Нидерсаксен, Нордрейн-Вестфален и так далее. Есть параллельно по специальностям. Вот есть чат анестезиологов-реаниматологов. У каждой специальности есть свой чат. Ты везде во все эти чаты вступаешь, а потом еще есть чат подготовка к ФШП в Нидерсаксен, подготовка к Кентнисprüfung в Нидерсаксен. И ты вот везде вот вступаешь. Да. Ты вступаешь во все эти чаты, ты смотришь, что люди пишут, ты пишешь, спрашиваешь, с кем-то у тебя заводится общение. Все, вы великолепны. Слушай, ну вот я просто могу рассказать, когда я ехала, у меня была прям вот один в один схема. Я выбирала, куда, в какой город ехать. Я заходила в чаты. Первое, я писала сама приветственное сообщение, типа, как есть. Я писала, как есть. Типа, люди, привет, я хочу переехать в этот город. Пожалуйста, по возможности поделитесь опытом. Типа, что вы делали? Я прям так и писала, что вы делали для иммиграции там. Или помогите там найти жилье. Писали, кто-то писал, типа, да, что тебе сложно самому полистать чат, почитать, а кто-то реально писал в личку и прям делился опытом. Вот. А дальше я смотрела еще по чату. Вот у меня был такой, я не знаю, лайфхак, может, кому-то. Я в чаты добавлялась и смотрела по чату, кто самый активный в чате. И сама писала этим людям в личку, типа, месседж такой был, типа, привет, я такая-то, такая-то, я вижу, что ты очень активно отвечаешь в чате, и, типа, там, возможно, у тебя найдется время, чтобы помочь мне, я нуждаюсь в помощи. Типа, подскажи, пожалуйста, там, то-то, 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 то, и, возможно, у тебя есть время созвониться. То есть я даже прям писала, возможно, и я прям созванивалась. Как здорово! Да, я прям созванивалась с людьми, 10-15 минут звонки такие были. Я прям задавала все самые... Я прям говорила, сори, я сейчас буду задавать, может быть, глупые вопросы, но мне нужна подтвержденная информация. Вот. И вот ты мне сейчас рассказываешь, я прям вижу, вот я делала то же самое. Это очень помогает. Это прям помогает. Люди. Опять люди ресурс. Да, вот люди самое главное. Без этого не работает. Ты можешь, допустим, вступить в чат какой-то, спросишь, а вот у вас Ausländerbehörde, как там вообще нормальные люди работают, или там все очень плохо, и термины надо ждать, там, второго пришествия. Это важная информация. У меня, кстати, тоже был такой
такой опыт благодаря вот этим чатам. Я прилетела в пятницу во второй половине дня. Я должна была приехать и сразу приехать в миграционный офис и там, решить вопрос, типа, куда ехать дальше с документами и так далее. Так как я прилетела в пятницу, получилось так, что суббота, воскресенье — нерабочие дни в миграционке. И благодаря чатам я узнала, что если я прилетела в пятницу, термин у меня в понедельник, то я имею право на бесплатную гостиницу. То есть я прилетела, обратилась типа к офицеру, объяснила ситуацию, и Германия предоставила мне бесплатное проживание с 3-разовым питанием. Люксус. Да, я думала, я причем прочитала об этом, но я подумала, доверяй, но проверяй. Думаю, я все равно на всякий случай забронировала жилье с возможностью отмены. Но приехала, и мне реально предоставили гостиницу. И это благодаря чатам. При этом потом в миграционке в понедельник я познакомилась с человеком, который был в моем же аэропорту, в моей же гостинице, но он не знал, что можно бесплатно, и он оплачивает 60 евро за ночь. Такое себе. Глобально это, конечно, не самые там большие деньги, но все равно это ощутимо. Это вообще-то 120 евро, это 120 евро, да. 4 месяца не самые дешевые мобильные связи. Да, и причем в эти 60 евро входили только завтраки. То есть он еще и кормился за свой счет. В общем, ребята, общение, люди, ресурс и сила. Правда. Это прям мощь. С изобретением интернета, это же вообще Телеграм. Бог создал интернет. Знаешь, там Бог создал, землю, воду, птиц, рыб, интернет. Да. Там не говорят про 7-й день, что там говорят, что он отдыхал, я думаю, что нет. Кодил роутеры, там собирался делать. Для людей обучал. Что ты как дурак сидишь? Выкинь палку, роутер, тебе возьми планшет. Да, В общем, это правда звучит просто, но это как будто бы не очевидно для многих. Есть психологический барьер. Это большая травма. Переезд, даже если он супер спланированный. Да, конечно. Если у тебя там все вообще даже превосходит твои ожидания, это равно травма. Это нельзя недооценивать, и не будешь ты к этому относиться серьезно, пока ты не переехал. Ты будешь, травма. Вывих коленного сустава, это тоже травма. Пока сам это не переживешь, это не работает. Мы можем сейчас завернуть целую лекцию на эту тему. Мало кому поможет. Не говорите, что мы вас не предупреждали. Это травма. Я хотела отдельно сделать акцент, проговорить с тобой историю про язык. Как ты учила язык? С удовольствием. Это самое главное. Я учила и до сих пор учу язык с удовольствием, с любовью, с большой самоотдачей. Мне нравится. И чем больше я учу немецкий язык, тем больше он мне нравится. Я в восторге, короче. Сложно? Да, сложно. Потому что язык — это не только что ты, я понял, как работает вот эта конструкция, все, я буду это везде применять. Нужно заучивать, нужно не лениться и дисциплинированно каждый день понемножку что-то делать. И этот путь маленькими шажочками, но очень дисциплинированно проходить. Сложно, да. И особенно сложно для тех людей, у кого нет привычки учиться. Мне в силу моей специальности и специфики работы нужно учиться всегда, потому что что-то новое варенье борща, да? А вы как наркоз делаете, а вы так, а туда еще можно что-то уколоть. Как интересно, и ты в этом деле вращаешься, тебе все равно много новой информации, которую тебе нужно перерабатывать и что-то держать в уме, что-то новое запоминать. И зачастую тебе нужно это делать на английском языке, международный язык науки. Есть привычка, да, постоянно учиться, что-то запоминать, работать со своей головой. Если этой привычки нет, ее можно выработать. То есть это как любая мышца. Ты в зал ходишь, занимаешься, качаешь мышцу. Так мышцы учиться. Да, мышцу надо, чтобы она спала, хорошо кушала, чтобы у нее воздух был хороший, с мозгами то же самое. Надо себя хорошо кормить, давать себе отдыхать. И в кайф, чтобы это было. Если в кайф, все просто идет изи. Мне так нравится эта культура в Германии велосипедная. Я прям тащусь. Просто кайф. Да, это очень здорово. Я хотя не езжу на велосипеде, просто вообще нет необходимости в этом, и не самое любимое занятие для меня. Но я вижу, как заполняется парковка велосипедная у нас около работы. И мне кажется, велосипед внес в немецкое здравоохранение очень большой вклад.
потому что я не понимала этого, находясь в России. Я прочувствовала и поняла это только здесь, что здесь классная старость. Я тащусь от моих пациентов возрастных особенно. Насколько они позитивные. Когда ты смотришь, там, год рождения, 24-й. О, 100 лет! Человеку 100 лет. Как бы ты смотришь на эту там бабушку или дедушку, просто поражаешься, что человек здоров. Зачастую зубы там все свои. Человек это просто плановая операция какая-то, да, небольшая. А люди ведут активный образ жизни. Меньше ожирение, особенно у людей пожилых, значительно меньше, больше социальная активность. Ты видишь людей пожилых в кафе, в ресторанах, в театрах, они путешествуют, они постоянно активны. Это, собственно, и поддает этого, да, жизненного тонуса. Я тоже так хочу. И я уже здесь поняла, что, вот зачем я сюда приехала. Я тоже хочу быть такой веселой бабулечкой такой. Девчата, а куда мы сегодня? Давайте на круиз. Поедем куда-нибудь на Майорку, наши там кости погреть старые. Да. Это классно, это так вдохновляет, и насколько люди живые, эмоциональные. Кстати, лайфхак. В кафе зачастую много там, бабушек, дедушек приходит кофе попить, пирожное какое-то поесть. Им за счастье поговорить с кем-то, особенно на немецком. И это был мой лайфхак для подготовки к экзамену. Часто подсаживались ко мне какие-нибудь бабушки там поболтать, или у тебя просто заводится small talk, когда вы стоите в очереди, там, вот опять там, я не знаю что, дождь пошел. Достаточно, все, тема разговора есть уже, дождь. Про дождь можно очень много. Или, нет дождя. Про это тоже можно поговорить. Да, немцы, кстати, любят говорить про погоду. Это такая особенность культурная. Вот, а через 3 предложения станет понятно, что вы откуда-то, и это будет вопрос, и дальше можете рассказывать свою историю, тренировать немецкий язык. Если человек мотивированный, вас еще и поправит, да, тут какие-то ценные замечания к речи. И это ломает языковой барьер. Есть такое понятие языковой барьер. Он действительно существует, это точка входа в язык, когда вы начнете говорить. Да, с ошибками, да, там запинаясь. Но вот это общение с незнакомцами, small talk, очереди это просто number one. Это первое, где можно завести small talk, а второе, это на вокзале, когда ты поезд ждешь. Да. Deutsche Bahn поругать. Это второй лайфхак, как ты просто подходишь к рандомному человеку без наушников, опять 25, и вот это вот ты начинаешь там. А дальше тебя спросят, откуда ты начинаешь рассказывать. У нас там РЖД, вот у нас. И, короче, ладно, аккуратненько с этим тоже. Тем не менее, тема для разговора найдется. Да, слушай, возвращаясь к языку, были моменты, когда ты устала его учить? То есть такой момент, что типа, я задолбалась, не хочу больше. И если да, то что тебя, ты знаешь, как есть все равно мне, опять же, мой опыт, волнами, где-то ты такой замотивированный, офигенно учишь, потом раз и устал. Знаешь, в моем случае конкретно такого не было, что я устала, и что есть какой-то непрерывный процесс, есть курс, на который там каждый вторник мы должны в 7 вечера собираться. В моем случае это было достаточно гибкое расписание. Я занималась только с репетитором, с одним единственным репетитором, который не является носителем языка. Я хочу сейчас стереотипы все вот эти вот просто в пух и прах разнести, что надо немецкий, английский, еще я не знаю, какой язык учить, только с носителем. Нет. Надо себя дисциплинировать и не лениться. И тогда все получится. Вклад ученика – это большая часть работы. Преподаватель – это, конечно, здорово, но это не самое главное. Так вот, в моем случае было так, я там дошла до B2, без сучка, без задоринки, то есть у меня не было какого-то там, мне нужен перерыв, я устала учить, параллельно работая. На 2-3 работах, я подчеркиваю, что это была не основная деятельность, но это было везде. Едешь в метро, подкаст слушаешь, песни какие-нибудь, посмотрел видосы смешные, не смешные, новости. Немецкий язык — это не только там книжка и упражнения, немецкий язык ты просто вносишь его в свою жизнь, понимаешь, какая классная группа Linkin Park, или там, а теперь я понимаю, о чем эта песня Рамштайн, и тебя так
ого, вот, как это называется, инсайт. Да, Инсайт на insight. современном языке. Дальше я начала работать, и у меня просто не было времени именно заниматься, да, вот ты берешь учебник и смотришь там, субъективное значение модальных глаголов. Мгм. У тебя не всегда есть на это просто время и силы. Я бы этот, наверное, этап засчитала в этап, что я устала от немецкого Мгм. языка. Это не совсем так. Если бы меня забрали работу, и мне оставили только немецкий язык, я бы могла им заниматься как работой, просто потому что мне очень он нравится. Мгм. Что меня мотивировало? Ну да, вот Как себя заставить учить как ты немецкий? можешь замотивировать себя учить язык? Да он клевый. Ты становишься чуть менее тупым, чем ты был до этого. Это такое приятное чувство. Потому что вот я хочу привести пример, да, те субъективные значения модальных глаголов. Может, этот тонкий нюанс в речи твоего собеседника не понять. А вот эта вот штука, она говорит о том, человек передает собственное мнение, или он от кого-то услышал, или и передает тебе ту информацию, там, предположение какое-то. Тебе надо понять, вот это стопудово так, или это предположение. Мгм. Эта тема в немецком языке тебе нужна для этого. То есть ты получаешь конкретный инструмент. Или ты хочешь сказать, что там, это не моя идея назначить вот этот препарат этому пациенту. Вот хирург сказал, Мгм. и ты используешь субъективное значение модальных глаголов в этой ситуации, что на тебя потом не валили какую-то Мгм. фигню. То есть ты свою жизнь этим Это облегчаешь. для людей, которые любят переносить ответственность. Например, да. А что такого? А что такого? Или слово какое-то замечательное, тебе не хватает, тебе хочется себя как-то выразить, ты этого слова не знал, потом бац, и узнал. Мгм. А потом может такое случиться, ты поймешь, как собирать конструктор из немецких слов, и у тебя словарный запас просто такой пум, Да. вырос. О чем еще себя? Все, достаточно, замотивировали. Как кто чем мотивирует? Кто-то сериалы смотрит. Я просто не люблю смотреть сериалы. Мгм. Я люблю музычку слушать. Вот. Книжки люблю читать. Мгм. Мы с тобой обсуждали, да, книгу «Хаймат» или не с тобой? Наверное, не со мной. Короче, это вообще то, ради чего стоило учить немецкий язык. Книга Норы Круг «Хаймат». Вот. А, нет, да, не с тобой, не с тобой, не с тобой. Не с тобой. Вот. Ты получаешь инструмент. Язык — это инструмент. Ты как бы лопата у тебя есть, можешь копать. Какая еще нужна мотивация? Немецкий язык клевый, я честно скажу. Есть такие слова, которых в русском языке нет, и которые там займут несколько предложений, чтобы это перевести. В немецком есть для этого одно конкретное слово. Спойлер, да, что вот такая штука есть. Учите немецкий язык, он очень крутой. Да, слушай, многие говорят, вот опять же, про мотивацию, ты говоришь, он просто клевый. Я когда настроила себя, что немецкий это прикольно, у меня вообще нет проблем с тем, чтобы заставить себя учить. Вообще. То есть я такая, а теперь как это для себя рекламная пауза. Я открываю учебник немецкого там или книжку, но я люблю аудиокниги и книги читать. И я такая открываю книжку и просто сижу там учу слова, потому что у меня в голове есть установка, что это прикольно. Мгм. И он тут же перестает быть сложным. Да, и когда ты разбиваешь сложную задачу на небольшие подзадачи, вот сегодня мы выучили там 20 слов, больше 20 слов в день, это вообще очень плохо. Потом мы с тобой использовали эти слова, мы с тобой сказали, мы их прочитали, услышали это слово, все, ты его Мгм. себе забрала, твое теперь. Да, слушай, ну вот теперь как раз-таки итог. Ты можешь просто посоветовать что-то людям, которые нас сейчас посмотрели? Может быть, есть какой-то месседж или какое-то пожелание людям? Месседж мой, он прост. Принимайте решения, несите за них ответственность. Не боги горшки обжигают, я так могу сказать. И не нужно иметь сверхспособности какие-то, большое количество денег, супермотивацию. Ничего этого не нужно абсолютно. Нужно пробовать, получать опыт позитивный, негативный, и все получится. Важное, что я хочу сказать, вы не одни. Мы все люди, да? Мгм. Мы все не одни. У нас есть сейчас такие возможности, которых не было вообще никогда ни у кого. У нас есть интернет, у нас есть возможность коммуникации. Это самая большая ценность. Это то, что будет большим и серьезным таким решающим фактором в любом деле. Неважно, что вы хотите, переехать, стартап открыть, ничего не делать, да, можно же втроем ничего не делать, это все интересно. Прибухнуть, например, да, но в одного такое себя, а когда ты с людьми, да, без друзей меня Да. чуть-чуть, а вот с друзьями много. Ну а что делать вид, что как бы, вы так не делаете, мы с собой о высоких вещах тут говорим, Да. там стартапы, переезды. Ага. Ну, жизнь не только из этого состоит, Вообще нет. но люди это решающее. Комьюнити, вот, горизонтальные связи, новые знакомства, это круто. И из своего опыта я могу сказать, мне очень везет с людьми.
очень, это просто какое-то совершенно фантастическое везение. И я получаю очень большое количество информации, очень классный фидбэк от людей. Это то, что помогло мне больше всего. Вот мой месседж. Месседж — это люди, общайтесь, не стесняйтесь, пишите, там, звоните, разговаривайте с людьми. В 90% случаев вы наткнетесь на собеседника. Да, есть люди, там, кто-то в себе замкнут, у кого-то, не знаю, там, ну, чувствует себя нехорошо, не хочет говорить, такое тоже есть. Но большинство откликнется. Особенно интернет, да, это дистанцированная анонимная среда, где вы будете вовремя. Когда у человека есть время, тогда он откроет ваше сообщение. Классно же? Ну, классно. Классно, да. Да. У человека есть время подумать. Вы не так там ему в лоб задаете какой-то вопрос, стоя с ним на одной какой-то плоскости, человек нет возможности для отступления. Не всегда приходит в голову фраза «мне нужно подумать, я отвечу позже». Вот, в живом разговоре. Да. Ты часто вот это используешь? Ну, никто это не использует. Ну да. А так ты посмотрел, пришло такое сообщение с таким вопросом, блин, я не знаю, что сейчас сказать, мне надо подумать, и там я напишу, позвоню, пользуйтесь. Так хорошо мы еще не жили. Да, слушай, спасибо тебе огромное. Я, честно говоря, в диалоге поймала кучу инсайтов, модное слово инсайт. А как можно слово инсайт? Вот напишите нам, пожалуйста, в комментарии инсайт, синоним. Это, если у нас есть лингвисты, как можно заменить вот это новомодное слово? Чего нам не хватало в русском языке? Почему мы завели себе слово инсайт? Инсайты. Почему там другие слова никак не звучат в этом контексте? Да, я вижу, что вот ты рассказываешь, и я такая, о, и я так делала, и это я делала, и это я применяла. Вот, спасибо тебе. Я думаю и надеюсь, что этот опыт очень многим поможет, особенно тем, кто так же, как вот и ты когда-то, да, был не согласен с системой и принял решение поменять свою жизнь. Я думаю, что очень многие сейчас посмотрят и скажут, блин, это возможно, я попробую. Вот, ребят, пробуйте, правда, пробуйте все. Вот если возникла идея, для того, чтобы она реализовалась, надо пробовать, искать информацию и пробовать. Да, и информации очень много, и даже в новых изменившихся условиях есть обходные пути. Мы такие гибкие люди. Мы так находим варианты там, где ситуация кажется безнадежной. Безнадежная ситуация — это на мониторе изолинии. Это безнадежная ситуация, и то можно начать реанимационное мероприятие, и она станет не безнадежной. Вот, здоровый подход к жизни. Как бы это профессиональная информация вообще-то, но ничего. Для тех, кто досмотрел это видео до конца, я вас благодарю. Я надеюсь, что вы получили максимум полезной информации из этого видеоролика. Если вы бы хотели, чтобы мы раскрыли какую-то тему больше, шире, вот, вы можете написать это в комментариях. Не забывайте поставить лайк в благодарность за нашу работу, меня и моей команды, наших гостей, которых мы приглашаем, которые выделяют на это время. Подписывайтесь на нас, у нас выходят ролики каждую неделю. Вот стабильно мы стараемся приглашать новых гостей из новых стран. Все, спасибо вам, пока-пока. Пока-пока.